Сегодня у нас Люксембург входит 4, который будет в одиночку противостоять против немцев. Да-да, это те самые захваты мира, которые я делал давным-давно, и сейчас я решил его повторить и вновь сделать. Притом с рядом интересных условий. Не буду уходить в фашизм и вступать к немцам, тем самым легко побеждать. Не буду использовать ВДВшников, чтобы со старта, например, условно быстро Францию капнуть и прочие страны. И, конечно же, прочие обузы и механики, эксплойты из разряда копировать самолеты и прочее. Будем прямо играть сами по себе. Делать нормальную армию, оборону, с помощью нее выстоять в атаке против немцев, а потом уже пойти в контратаку, захватить Бенилюкс. Правда, перед этим прожив много-много лет под постоянными атаками со стороны немцев. Вот такой вот у нас план. Уйду я в коммунизм, там хорошие бонусы на 500 людей, а также по фокусам-то еще плюс 400 людей, то есть 900 людей мы будем получать с вами. И с помощью этого сможем создать свою небольшую армию, с помощью которой остановим угрозу от немцев. А потом еще и постараемся победить. Естественно, я вступлю в альянс к Советам, покажу вам этакий другой вариант, где мы не с немцами за люкс покоряем всех и вся, а с Советами вместе противостоим немецкой угрозе. Будет очень интересно, так что усаживайтесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. И да, конечно же, игра идет без всяких модов, на чистой хойке с Айронменом, с работающими ачивками, чтобы все было максимально сложно и интересно. А если вы тоже хотите поиграть в хойку и повыполнять ачивки, то вам ее надо приобрести. Через Steam это сделать сложно, но можно вполне себе быстро ее получить на свой аккаунт с помощью купи-кода. Буквально в 2 клика вы сможете пополнить свой баланс Steam и купить себе хойку, а также многие игры, в том числе недоступные в РФ. А максимально выгодно это вы сможете сделать по моему промокоду КОТЯН. Переходите по ссылкам в описании, используйте его и радуйте себя новой игрой. А вот и конец августа 1939 года. Люксембург на максимум улучшен. У нас с вами 9 дивизий, вот с таким вот интересным шаблоном, где у нас пехота, саперка, арта и рейнджеры. И здесь легкая ЗСО, а в 2 нижних дивизиях уже средняя зенитная установка. Все это нам позволяет иметь неплохую броню. В целом по дивизии 41 единица здесь и 29 здесь, то есть мы будем получать бонусы в обороне. Плюсом к этому я застроил Люксембург, у нас тут 9 уровень укрепов. Да и в целом смотрите на промышленность Люксембурга. Сколько здесь фабрик, военных заводов, новые еще строятся. Производство пока идет вот по такой вот схеме, все оснащено. В армии у нас 78 тысяч солдат, все благодаря как раз таки идеологической лояльности тут, а также бонус от идеологической обработки, то есть 900 рекрутов еженедельно к нам добавляется. На фоне порезки пути фашистов это даже смотрится теперь лучше, ибо раньше здесь можно было 7% урвать, теперь всего-навсего 3%, в то время как здесь ты всегда будешь получать по 900 людей, что для нашей маленькой страны очень много. Естественно, на Бельгию и на Нидерланды мне сходить не дали, здесь гарантия от британцев прилетела, здесь гарантия прилетела тоже от британцев, а все из-за того, что я решил вступиться в альянс с Советами. Если не вступаться в альянс с Советами, то вы сможете урвать Бельгию, но уже при войне с Нидерландами, скорее всего, союзники могут вступиться за них, даже если напряга будет меньше 50, все равно вступались, я тестил, и залетает тогда Франция. Такое вы не выдержите. Если только не делать высадку и ВДВшников, но я решил без этого, чисто через обычную армию. Скоро на нас как раз таки пойдет немец, и мы заценим, сможем ли мы против него выстоять или же нет. Конечно, благодаря пакту Молотова-Риббентропа он не должен на нас врываться, но он может перебить силу на границе с нами и залететь, поэтому риски есть. Но если он не нападает сейчас, то у нас будет еще время, а рекруты у нас неплохо так копятся, сможем накопить хорошую армию, и потом уже в 41 году подсобить Советам и вместе с ними зажать фашистов и уничтожить альянс оси. Все, немец уже пошел на Нидерланды, сейчас пойдет на Бельгию, но мы пока живем, знаешь ли, такой оплот коммунизма в логове фашистов. Март 40-го года, падение Парижа, Франция капитулирует, но мы еще стоим. Но правда немцев на границе с нами очень много. Но у нас уже почти вся армия переформирована в средние ЗСУшки, и я думаю мы выстоим, учитывая, что у нас и линия обороны в 9 уровень, и ПВОшки сейчас пойдут. Будем до конца стоять. Хотя, может быть, даже раньше времени у немцев закончится цель на нас. А вот и оно. 18 декабря 40-го года немцы объявили нам войну. 11 наших бравых дивизий и армия в 95 тысяч. Вот такой вот итоговый шаблон.
Стоим в обороне, характеристики вполне себе неплохие, позволяют нам жить. И самое прикольное, что немец до сих пор нас не атакует. И держит всего-навсего по одной дивизии в соседних провинциях, давая возможность, между прочим, нам провести атаку. И даже немножечко его сдвинуть, смотрите-ка. Реально, Битбург забираем. Здесь тоже сейчас выдвигаемся. Это на самом деле это дает хорошие плюсы. Возможность как раз для ротации. Ну и сейчас будем отыгрывать через котлы. Иначе нам здесь никак себя не повести. Также попытаемся прорваться в Бенилюкс. Ну и вопрос с советами. Они очень сильно хотят вступить в эту битву. Но что-то как-то я боюсь за то, что им будет очень тяжело сейчас. Конечно, есть плюс то, что в Греции и в Югославии еще союзники. Но давайте. По полной, так по полной. Давайте все к нам. Будем теперь пытаться держаться из последних сил. Благо, хоть у нас есть щиток, у нас есть бонусы от местности, а лес нам хорошие бонусы дает. Так что свое новое мажино постараемся удержать. А вот и пошли атаки со стороны немцев на наши основные укрепы. 1000 оборона. Ох! Ну, удачи им. Хотя, смотри, показывает, что вроде как могут, но это чисто организация просто наших дивизий уничтожается, не более того, держимся, хотя и тяжело. Видимо, авиация здесь... А, не, подожди, авиация не решает. А, ну тогда вообще шансов никаких. Минус 80 укрепов, все. А, не, вот теперь авиация врубилась. Небольшая, притом, но все равно действует против нас. Ладно, пока держимся. Самое неприятное, конечно, это танки, которые нас бьют. Ну и советы, которые вступать в этот конфликт. А, все, вступились. Надо было их отдельно призвать. И финская война с советами началась. Немцам сейчас придется туда отвлекать армию, так что нам станет чуть-чуть полегче. Ну и давайте вынужденную оборону, эксперта по местности. И потихонечку сейчас сами уже пойдем в контратаке делать котлы. Притом я еще нанимаю армию в 4 дивизии. Потери у нас всего 3000, в то время как немец 43 потерял. Ух, неплохо. Самые большие, конечно, потери вот здесь вот, но с этим ничего не поделаешь. Вынужденная оборона, она такая. Конечно же, я еще отправил атташе Советскому Союзу, чтобы ему было получше держаться. И немцы продолжают нас атаковать. 110 тысяч уже на 6 тысяч. Конечно, 6 тысяч для нас это много, а для немцев соточка это пока так, мелочь. Но главное, мы держимся. И советы, кстати, на удивление неплохо сопротивляются. Вдобавок к этому здесь еще пока и Греция с Албанией стоят, но это чисто пока Болгария не вступилась в конфликт. Остается теперь надеяться только на Советский Союз. Ну и на нашу армию, которая тоже понемножечку сейчас будет пополняться. Уже 130 тысяч солдат. И самое важное для нас это, конечно, пробраться как-нибудь и забрать Голландию и Бельгию, чтобы восстановить Бенилюкс. Сможем сделать это, дальше игра будет полегче. Хотя надо сначала другую проблему решить, это нехватка топлива. Оно понемножечку ежедневным приростом 48, конечно, по базе есть, но для атаки нам надо намного больше, поэтому я сейчас строю. То, что я как раз и исследовал, это нефтеперерабатывающий завод. Он будет построен только в марте 42-го, то есть год почти подождать надо. До этого момента я действовать, к сожалению, не могу. Торговля у меня прикрыта, поэтому ресурсы нам недоступны. Благо, хоть советы уверенно себя ведут в Финляндии, закрывают здесь армию. Я думаю, такими темпами у них скоро будет скриптовый мир с финнами, освободится армия отсюда, и они пойдут уже на основной фронт с немцами. Да, минус Финляндия, московское перемирие в июле 41-го. Ну и теперь они спокойненько позакрывают вот этих вот немцев. Выкинут их отсюда, и немалая часть войск освободится. Все же, как я вижу, советы вполне себе смогли удержать немцев. Конечно, вклад на нашей стороне из-за этого достаточно маленький, а у советов очень большой, но ничего страшного. Немцев надо останавливать, и советы это делают лучше всех. Уже 1,5 миллиона, 1 600 000 они заставили немцев потерять. Сами 900 тысяч, 1 к 2 потери почти. Немцы что-то как-то не способны. Небольшие атаки начинаем. Тяжеловато, конечно, но мы все равно пробиваем противника. Так, Советы Киев потеряли, вот это уже плохая новость. Но я сейчас хочу вот тут вот выйти в такое своеобразное кольцо, еще 3 провинции занять и начать понемногу немцев котлами здесь пытаться выбивать. Не знаю, выйдет из этого что-то или нет, но давайте попробуем. Вот так вот их сейчас подвигаем и, может быть, воплотим даже здесь котел сейчас. Конечно, расширенный фронт, я не спорю. Но немцы пока вроде нас особо сильно не атакуют, поэтому шансы есть. Давайте подействуем. Врубим еще и вынужденную атаку. И, пошла контратака. Вот это уже печально. Но ничего. Вынужденная атака через 3 дня заканчивается. Будем уходить обратно в оборону. Хотя, может быть, даже и не придется. Все и неплохо идет вполне себе.
На удивление, наша армия держится. Все, мы сделали этот котел. Красота! Конечно же, вся армия остается на границе здесь. И давайте немножечко поразвлекаемся с армией внутри. Опа! А мы только что отбили немцев и уничтожили даже несколько их дивизий. Правда, в плане ресурсов мы почти еще ничего не получили, потому что нам нужен Льеж, Намюр и прочая территория. Но все-таки немцев немножко отвлекли, и советам теперь полегче. Ну и заодно заставили их нас атаковать, нести потери, что нам тоже в плюс. Так, еще одна массированная атака. Я специально с Седана отступил, чтобы получше была оборона. И нормально держимся. Я сейчас еще нанимаю 4 новые дивизии, и уже с их помощью постараемся немножко пробиться в Бенилюкс. Взять здесь хотя бы порт, чтобы уже была возможность торговать советами. И, возможно, даже дождаться их дивизий в поддержку. Учитывая, что у них есть порты свободные здесь, может быть, переведут несколько дивизий. И тогда сможем Бенилюкс отжать под себя. Начинаю прорыв на север. Рискую, конечно, да, фронт становится не такой удобный. Но я это все равно хочу сделать, поэтому я это делаю. И самое интересное, что я сейчас буду пытаться пробиться вот сюда вот. Если мы сможем, то мы здесь, скорее всего, организуем котел и сможем несколько дивизий немцев, да, закотлить. Идеально. Вот она, небольшая победа. Льеж уже под нашим контролем. Явно не этого немцы ожидали. Потерять здесь свою армию. Теперь под нашим контролем, как видите, Льеж. Нам надо немножечко настроить. Возьмем здесь местную полицию и поставим кавалерию, чтобы поменьше тратиться на содержание. И нам совсем немножко пробиться сейчас в Антверпен, пробиться в Брюссель и потом еще забрать бы Амстердам. И если мы все это реализуем, то мы сможем создать Бенилюкс. А там уже намного дешевле забрать все эти территории под себя. Давайте в Брюссель, давайте сюда армию. Кстати, можно попытаться контратаковать тут, чисто чтобы его слегка сдвинуть. И вообще можно выйти на реку по Кёльну. Но я сначала бы предложил все-таки до конца здесь завершить эпопею и выбиться к побережью. Хотя там сейчас снабжения мало, поэтому давайте Кёльн заберем. Интересно, даст ли он мне в Эссен зайти на время? Не дает, рискованно уже. Но в Кёльне должно быть снабжение. Да, узел есть. Красота. Ну, теперь ситуация получше, есть снабжение. И немцам явно не так удобно против нас действовать. Отвоевываем сейчас еще территории вот здесь вот. Ну, конечно, пытается их укрепить. Но нашей силы хватает. Хотя не особо сильно. Он даже в контратаку под Льежем пошел. Рискованно, да, для нас с вами. Ну, давай здесь в контратаку возьмем его. Попридержим слегка. Сразу же надо вернуться здесь в Кёльн. Здесь можем пробиться вовнутрь. И сейчас выбить еще и отсюда вот эту армию, чтобы чисто по реке здесь стоять и не испытывать таких уж сильных проблем. Но фронт, да, не спорю, широкий. Из-за этого нас немножечко контратакуют. Неприятная вещь. Немец все-таки силы сюда свои подбавил. И нам сейчас слегка так сложновато. Но ничего, давайте попытаемся удержаться. Сейчас, может быть, под реку обратно отступим и там уже выстоим. Да, в итоге сейчас выдавливаем их отсюда. Ну и посмотрите, какая красота. По реке спокойненько встали. А это дает дебафы противнику на атаку. Притом эти регионы мы под свой контроль не забрали, так что нам не надо тратить сюда рекрутов. Но вот, правда, рекрутная база у нас у самих сильно так подрезала. Все-таки 38 тысяч потерь. На 361, 1 к 10 до сих пор, кстати, несем потери. Но нам уже надо сейчас здесь оставить буквально по одной дивизии и вдарить, конечно, по немцам, чтобы пробить через Антверпен. Выбору уже не дано другого, надо это сделать. Хотя, может быть, все будет и не так уж и гладко, потому что атака со стороны противника, конечно, достойная. Хорошо атакуют, тяжело. Танки особенно действуют. Они хоть как-то, но умудряются слегка пробивать нашу броню, да и мы их броню не пробиваем. Из-за этого, конечно, тяжело. Да, конечно, против такой армады 19 дивизиями держаться то еще удовольствие, притом у нас еще рекруты активно уходят на гарнизоны. И о, как же это больно. Но ничего не поделаешь, как можем держимся. Хотя вот здесь уже равнины начинаются, это, конечно, вообще боль. На равнинах держать атаку немцев, это, конечно, мое почтение. Давайте отступим, пожалуй. Тут хотя бы какие-то бонусы у нас есть, в то время как на равнинах, конечно, вообще тяжело. Ну и держимся. Пусть немец в очередной раз пытается здесь что-то сотворить. И мы будем стоять и обороняться. Притом наш вклад 5% хотя бы. Урон в наземном сражении неплохой нанесли. Между прочим, 1/8 от того, что нанесли советы. А это, знаете ли, достойно.
Все чаще и чаще немцы начинают нас атаковать. Это, конечно, вообще опасно, но уже 6% вклад. Рекруты чуть-чуть растут, но это потому что 10% призыв, да, я решил все-таки рискнуть. Беру здесь все больше и больше на переработку нефти, чтобы у нас хотя бы какой-то прирост был от нефтеперерабатывающих заводов, и делаю уже укрепы, потому что слишком тяжелые атаки. Хотя бы 2 уровня укрепов уже чуть-чуть позволят нам жить. А то сейчас, конечно, максимально неприятно. Танки, да, вражеские, уничтожают нас. А в итоге 77 тысяч потерь на конец 42 года у нас и 751 у немцев. Вот это оборона. Шаблон, если что, я так и не менял, он все тот же самый, вот вы можете полюбоваться. Держимся, даже уже, видишь, немножко трофейное вооружение появляется, запасы пока есть, но вот рекруты — это наша самая большая проблема. Советы нам, естественно, их не могут дать. У них якобы и самих недостаточно. Ну да, миллион всего, да, согласен, недостаточно. И в итоге... О, только Тува пришла нам на помощь. Спасибо, 30 тысяч тувинцев. Не знаю, каким образом они будут переправлены к нам, но спасибо. Ух, нам теперь ничего не надо тратить на гарнизоны. Знаете, единственный друг и защитник Тува держится вместе с Люксембургом. Вот теперь можно даже начать копить людские ресурсы и создавать еще несколько дивизий, чтобы было попроще продавить Брюссель, а потом еще и из Нидерландов их выгнать. И как только мы все это получим и сделаем национальными, уже сможем активно производить и больше пехотки, и больше ресурсов, и торговлю начать. Но сейчас самое слабое место — это нефть. Ее не так уж и много, поэтому я в атаку пока не иду. Ибо рискованно. Как только у нас не станет нефти, наши шаблоны сразу же станут бесполезными. Так, я сейчас делаю весьма странную вещь. Но я пробрался вот сюда вот. Это пока нам ничего глобально не дает, я понимаю, но сам факт того, что мы это смогли сделать, уже выглядит интересно. Я сейчас попытаюсь выбиться вот сюда вот. И посмотрим, что из этого выйдет. Отлично. Мне, конечно, везет, что немец еще достаточно пассивно атакует и пока не понимает, что вообще творится здесь. Поэтому мы неплохо себя ощущаем. Так, здесь он к Льежу, отлично отбились. Сейчас Эйндховен здесь заберем. И нам идеально бы потом Амстердам, Роттердам пробить, и мы вот это уже сможем начать закрывать. Ну а нефти у нас уже 400 в день почти. А учитывая, что расход 185, то нормально. Даже пополняем. К сожалению, началась уже высадка союзников. Хотя не то, что к сожалению, на самом деле это хорошо. Просто проблема в том, что мы, скорее всего, сейчас не сможем тогда Бельгию рвать под себя. Да еще и немцы на фоне этого очень много войск сюда свели, пытаются удержать все это, и нам тяжеловато сейчас дальше прорываться. Но главное, по крайней мере, земли держим. Уже хорошо. А вот сейчас вот интересно. Даст или не даст Брюссель пробиться? Сильно сомневаюсь в этом. Да, он наоборот контратаку на нас очень сильную повел. Эх. Почувствовал, что началась жара, да? Сразу же начал нас со всех направлений атаковать. Ну ладно, оборону-то мы сдержим. Жаль, что Брюссель не дал таким прорывом взять. Но зато мы его сагрили, и сейчас пополучаем вклад, заставляя немцев потерять еще больше солдат. 8,5 миллиона потерь. У Советов 6. Жесть. Июль 43-го только, они уже потеряли, наверное, всех своих основных рекрутов. Правда, и у нас рекрутов тоже не так уж и много. Все, ну пошло. Прям атака за атакой, жесть. Он что-то за все это время никогда так и не агрился сильно, как сейчас. И у нас потери, и у него пошли 1 миллион солдат. Сейчас бы, да, в идеале контратаковать, но когда у тебя даже армии нет для этого, это, конечно, тяжко. Но больше грустно, что на границе с нами он не так сильно истощен, как на границе с Советами. Будь здесь такое же истощение, нам было бы чуть-чуть полегче. Так, сейчас очень рискованно, но если мы забираем Брюссель, то это своеобразная победка будет. Но вопрос тут в том, заберем ли мы его, ибо здесь хороший узел снабжения, который нам очень нужен. Так, началась массированная атака на нас со всех направлений. Он сюда еще войска приводит, ладно. Но, по крайней мере, мы под Брюсселем стоим, главное теперь как-нибудь его бы забрать. Очень неприятная вещь случилась, смогли закотлить мою армию, целую дивизию прикрыть. Он сейчас не даст ее вывести, естественно. Но я попытаюсь изо всех сил выйти сейчас все-таки в контркотел. Вот это вот, конечно, печально. У меня просто войска не успели на подкреп подойти. Спас. Единственное, что он теперь сюда хочет зайти, но мы сейчас попридержим его танчики и успеем в оборону. Все, дивизию спасли. Что, простите?
А это... какого... что? О, прекрасно. Я не знаю, что это такое, из чего это вдруг тут территория теперь не моя, но это нифига не классно. Каким-то образом Бельгия здесь получила свои земли, а я теперь страдай, теряя укрепы и территории, которые забрал. Вообще прикольно. Ничего не остается, кроме как отступить и осознать, что наша ситуация ухудшилась. Конечно, я сделал контркотел, и это вроде бы как хорошо, но ситуация все равно не очень классная. Потерять столько захваченной территории, почти прорвали Брюссель, а тут из-за какого-то мира нас чуть не капнули, можно сказать. Ну ладно, небольшой хотя бы успех, даже несколько дивизий немцев сейчас закроем. Тоже хорошее достижение. Массированный штурм на нас, массированный штурм с нашей стороны. И мы пытаемся взять Брюссель, но... ох, это просто ужас. О, здесь смогли наконец-то прорваться, хорош. Ну, хотя бы так. Рекрутов, правда, нет. Но мы верим в успех, нефть пока что есть, и благодаря этому хоть как-то живем. Давай в контратаку здесь. Здесь тоже в контратаку. Тут обратно на подступы. Ох, ну и битва, конечно. Знаешь, будучи минором без рекрутов, это прям жестко. Но зато интересно, надеюсь. Муссолини уже с должности смещают, и сейчас там будет немцам очень весело. Если что, 1,5 миллиона потерь на 157 тысяч. Да-да-да, 1 к 10 до сих пор. 10% вклад почти в этот конфликт. Союзники в лице Бразилия почти полностью захватили Италию. Февраль 44-го, мир явно не был к такому готов. Но мы продолжаем держаться. Наконец-то мне удалось взять Антверпен и захватить Брюссель. Все бельгийские территории под нашим контролем. Фух, а самое приятное, у меня теперь есть возможность, а нет пока возможности, но скоро, надеюсь, появится, закупаться ресурсами. И вообще я был бы очень рад, если бы мне гарнизоны дали, но не хотят. Но, по крайней мере, победка одержана, территория захвачена, ура! Возрадуемся этому событию. Хотя не спорю, пока еще не все так прекрасно. Но уже что-то хорошее. Еще бы сейчас продавить, да, территорию Голландии на оставшиеся рекруты, и мы сможем создать Бенилюкс. Вражеские атаки вроде как сдержим, хорошо. Здесь смогли в бреду пробиться, давай дальше попытаемся. Здесь тоже в атаку, чтобы сдержать их. Вперед. Из Антверпена нас выбили, но это не проблема, сейчас вернемся туда. И мы сделали котел еще в 3 дивизии. О, прекрасно. Давай теперь сюда танчики убрать. Сюда продолжим атаку. И в Гаагу давай. Красота. Фух, ну что ж, совсем чуть-чуть. Еще вот эту вот территорию под свой контроль забрать, и Амстердам здесь, и мы сможем создать Бенилюкс. Притом немец нам это дает реально сделать. Он пытается, конечно, отбиваться, но сил у него не так уж и много. Сдерживай здесь еще армию. Подожди, сдержи. Фух, хорош. Сейчас Амстердам заберем. Отлично. И здесь продолжим дальше атаковать. Оборону мы пока держим. Отлично, на тот берег мы тоже прошли. Давай сразу же атаку сюда, чтобы здесь сделать котел. Продолжим еще его атаковать. Здесь продолжим атаковать. Котел даже сделали. Ну и все, нам остается пробиться только в одну территорию буквально. Вот сюда вот. Давай, чуть-чуть. Советы, кстати, войска привели. О, это прекрасно. И все. Лондонский договор аннулирован. 1 мая 44-го. Мы только что с вами из Люксембурга стали великой, мощной, мажорной державой. Самое приятное посмотреть сейчас на рекруты. Они обновятся, и это 1 600 000. Сразу же 1 600 000 рекрутов. Что может быть лучше? Давайте вернем сейчас все свои национальные территории. Выкинем отсюда окончательно немцев. И теперь Бенилюкс официально наш. Притом у нас вклад 10%. Так что по миру мы сможем забрать Бенилюкс и, скорее всего, еще несколько территорий Германии. Также у нас промышленность теперь огромная. 30 военных заводов. Мы пересилили. Мы смогли за маленький Люксембург выжить в битве против немцев. Промышленность я теперь могу нормально распределить и сейчас нанять новую армию. У нас, конечно, прям на огромное количество всех рекрутов не хватит, но еще одну армию хотя бы нанять, и мы сможем проатаковать немцев дальше. Дойти, скорее всего, до Франкфурта, Кастеля здесь. Забрать здесь как раз залежи стали, которые нам нужны. И, может быть, даже имеет смысл немного выдвинуться в территорию Парижа, чтобы Париж тоже был под нашим контролем. И все его территории, чтобы мы смогли сделать Францию вассальной. И еще и от нее потом получить рекрутов. На самом деле, интересная ситуация в мире. Мы все-таки смогли. Советы тоже сдержали уверенно атаку. Минск не отдали. Единственное, что в Киев их пустили.
Здесь союзники, как ты видишь, уже активно расширяются. У оси остаются последние деньки. Вот такая вот у нас будет первая часть за Люксембург. Мы с вами именно за Люксембург играли по сложному решению через коммунистов, без всяких ВДВшников и прочих обузов. Просто спокойно нанимали армию, принимали к себе рекрутов со всего мира и благодаря этому все же смогли пересилить немцев и создать Бенилюкс. Шаблон всю эту серию был вот такой вот. Ну и, конечно же, ЗСУшка уже более-менее улучшенная. Вот она. Все на броню. Здесь все по максимуму дешевенько, чтобы была нормальная надежность и как можно больше броня. Это наша основа. Надеюсь, ролик вам понравился. Поддержите своим лайком и комментом. Давайте наберем большой актив, и тогда я как можно быстрее выпущу следующую часть, где мы разгромим ось, наберем от этого достаточно сил, и дальше пойдем уже биться с союзниками. Там уже придется играть не только пехотой, там нужно будет уже делать авиацию, корабли и пытаться как-то обыгрывать союзников. В общем, веселые планы наперед. А на этом все. До скорых встреч.